Всем большой-большой привет всем подписчикам моего канала и кто зашел в гости ко мне. Меня зовут Анжелика. В этом видео я хочу с вами поговорить о том, что же я навышивала в октябре месяце. Уже, конечно, зацепился и ноябрь. Ну и видео выйдет, это уже почти пол-ноября прошло. Ну, у меня так все видео получаются, немного сдвигаются. Так что я считаю это нормально. Я не всегда четко успеваю, чтобы подводить итоги именно по окончанию месяца. Ну, пускай будет так. И в этом месяце у меня были финиши. Один большой, второй маленький. Ну, тоже я очень этому рада. Продвижение по процессам, старт был. Вот, я думаю, будет много чего интересного для вас. И давайте пойдем по порядку. С чего начнем? Начнем мы, естественно, с финиша. И финиш у меня вот розы Даны, которые я вышивала по набору Joy Sunday. И я вам их покажу. Наконец-то. Наконец-то у меня случился финиш. Вот эта вот прелестная работа. Я ее уже закончила и сама себе не совсем верю. Вышивала я ее с огромным удовольствием. Везде за собой возила. Она у меня ездила отдыхать со мной на море этим летом. И, естественно, конечно, впечатления о ней будут именно такие теплые. Вышивалась она быстро, легко. Эту работу я вышила исключительно на руках. Никаких пяльцев, никаких станков. Все только на руках. И вот оцените результат. Эту работу я только постирала. Я ее даже не отглаживала. Вот она в постиранном виде. Все краски сошли, вернее. И эти розы... У меня такое впечатление, что они подсвечены изнутри. Они очень красиво смотрятся. Вот эта акварельность. И я думаю, она никак не хуже самого оригинального набора. И что самое для меня главное, здесь нету ни одного четверть крестика. Хотя я знаю, что в оригинале там вышиваются все вот эти лепесточки, здесь переходы именно этими четвертями. Но вот как видите, здесь все обошлось без всяких четвертей. Бэкстич. Здесь, конечно же, присутствует бэкстич на вот этих вот цветах. Где его видно, этот бэкстич, где не видно. Вот как вам показать, где его совсем не видно. Вот в этом бутоне он здесь есть, но его здесь практически не видно. Там, где ниточкой потемнее вышивается, то еще что-то видно. Вот, посмотрите поближе. Такие вот крестики. И в целом сама работа. Она мне очень-очень нравится. Обязательно будет оформляться. Вот я когда доберусь до багетной мастерской, у меня уже, я, наверное, сразу махом буду оформлять несколько работ. И все они большие. И это я вот настраиваюсь на багетную мастерскую, потому мы все прекрасно знаем, сколько это все стоит. Вот это вот красота оформления. Так вот, любуюсь на нее. Красота неимоверная. Очень мне она нравится. Вышивалась она на 14 каунте с нанесенным рисунком на канву. Абсолютно никаких сложностей не было. Одно сплошное удовольствие. Вот. Еще покажу вам. Сама смотрю через экран. Очень мне нравится. Вообще потрясающе. Ну и пойдемте дальше. Это мой первый финиш. Покажу вам маленький. Сейчас. Это я откладываю. И маленький мой финиш. Это вот такая вот лошадка от Фрузелка. Тыковка
которую я вам уже в прошлом видео, я оставлю ссылочку, показывала, как я ее только села, и она у меня наполовину уже была готова. Ну, и, естественно, я ее точно так же и закончила. То есть это работа, грубо говоря, 3 дней. Села быстренько, чик-чик-чик, и получилась вот такая прелесть. Ну, здесь заклеила фетром, все как обычно, ничего я не придумывала. Вот такая вот красота от Фрузелка. Вот наборчик. Такая конфетка. Я люблю вышивать на пластике, на деревяшках. Покажу, сколько осталось ниточек. Ниточек осталось довольно-таки много. Можно еще вышить еще одну такую же. Ну, все мы прекрасно понимаем, что здесь сама заготовка деревянная не позволит вторую такую же вышить. Ну, ниточек хорошо положили. Очень она мне понравилась. И я в нее влюбилась с первого раза, только увидела. Ну, классная. И она пополнит коллекцию моих таких вот игрушек, сувенирных игрушек. У меня уже есть от волшебной страны. Еще будут, я думаю. Ну, потихоньку, и я эту коллекцию пополняю. Красота. Красота. Очень она мне понравилась. Вот. И теперь вот это вот мои финиши. А теперь дальше пойдем по продвижениям. Что же у меня вышивалось? Так, а работала я в прошлом, нет, не в прошлом, в этом месяце, в октябре, вернее. В октябре у меня был старт, вот такой вот сюжет, набор от «Чарівна мить». И я его уже показывала тоже в прошлом видео. Кто хочет посмотреть, ссылочка будет, с чего я стартовала и с чем я работала. Вот этот, извините, у меня все упало. Вот этот вот процесс, с ним я занималась в октябре. Вот такой вот журавель у меня один, и второй уже вырисовывается. Вот лежат ниточки, это я вышивала, отложила, это я пойду сразу тоже работать. Вышивается он очень легко, девчонки, вышивается такими логичными продвижениями, много зашиваются поля. Взяла одну ниточку, и ты ее заканчиваешь до самого конца. И все цвета ложатся вот наслоениями. Ты берешь, допустим, один темный цвет, потом к нему присоединяется уже светлее, еще светлее. И все это дело вышивается логично, легко и без всякого напряга. Этот процесс у меня всегда хорошо идет. Я его только вот беру в руки и прекрасно продвигаю. А когда беру в руки, оторваться не могу. Вот видите мой результат. И вот такая вот красота у меня получится. Я очень рада. Конечно, этот процесс основным у меня не будет.
Он будет просто как, даже как отдыхалочка. Буду его брать, когда вот он меня позовет, тогда я его буду брать. И буду вышивать. Вышиваю я с середины, как вот вы видите, вот у меня с середины стартанула и пошла я вверх. Вот такие вот хвостики у меня висят, потому что я вышиваю на станке Нурги, который на 3 звена. И доступа к изнанке у меня особо, вот такая вот изнанка, особо доступ к изнанке я не имею, неудобно, поэтому я все хвостики вывожу наверх, а потом их зашиваю. Этот метод мне тоже не очень как бы нравится, но по-другому я не могу. Я не хочу переворачивать весь станок до горы дрыгом, так сказать. Это очень неудобно. Ну, вышиваю так. Вот, и вот такая вот получается нежная работа. Она мне очень нравится. И я рада, что я ее начала. Начала я ее сразу же, как только на руки получила, сразу же распечатала. И вообще супер. И ни разу не жалею. И буду ее вышивать потихоньку, помаленьку. И она будет двигаться. Вот начнешь работу, и все. И она пошла уже в работу. И все, будут продвижения обязательно по ней. Я о своих всех стартах помню, ничего не забываю. И вот вышиваю. Одно сплошное удовольствие. Так что вот такой у меня был старт. Вот такие вот результаты. То, что я навышивала в октябре месяце. Вот у меня организации особо тут нет никакой. Все ниточки на планшетках на родных. На вот этих их органайзерах. Они мягенькие, конечно. Может, не совсем удобные. Но я никуда ничего не перевешиваю. Беру отсюда. Вот такие длинные ниточки. Вот. И все процессы у меня, в принципе, в таком, вот такая организация. Здесь у меня вот схема. Еще раз покажу вам. Вот такая вот схема. Прекрасная схема. Вот девчонки многие, я слышу, недовольны. Говорят, Шаривна, мыть очень такая яркая, ядовитая схема. Для меня прекрасная схема. Все я вижу. Вообще ничего не черкаю. Ну, некоторые места, может быть, где-то там, где сливаются какие-то значки между собой, могу обозначить. А так она мне вообще ни разу не вырви глаз, и я ее вижу. И прекрасно, мне нравится. Нравится, легко идет. Все, что касается по журавлях, что касаемо этих журавлей, вот такой вот у меня результат. Следующий процесс, который я брала в руки, это вот такой вот сэмплер «Времена года». Здесь малюська такая, вообще ничего не видно, ну, имеете представление. И я покажу, что же я навышивала. Опять же, вот моя организация. Вы можете наблюдать. Это все я вот завернула. Вот ниточки. Тоже никуда ничего не перевешивая на родных органайзерах. Вот в этом процессе 20 цветов. Ни много ни мало. Нормально. Вот такая вот схема. И что же я навышивала? Очень мне нравится этот сюжет. И вот с пялец пока не снимаю. Но я сейчас вам и сниму, покажу. Вот, посмотрите, я вышиваю осень. Вышиваю и очень ею любуюсь. Вообще, как мне нравится. Примитив, примитивов. Вышиваешь, очень тоже логично все зашивается. Нету никаких смен там частых ниток. Взяла ниточку, до конца ее заканчиваешь. И получается вот такая вот чудесная работа. Бэкстича здесь прилично. Каждый элемент тоже обшивается бэком. Вот у меня корзинка, она еще пустая. Но здесь, конечно же, будут яблочки. Судя по всему, это будут яблочки. Вот. И вот этот процесс, я думаю, я его в основные процессы включу. Вот вышивала я и надпись. Двигается он прекрасно, легко. Я сниму пяльцы, покажу вам. И сама посмотрю, что же в итоге получается. Все вместе, как это все смотрится. Вышивается легко. И я уже вижу финиш не за горами. Поэтому я, наверное, буду его брать.
потихонечку вышивать. И вот, в принципе, вот что мы видим. Вот такая вот работа. Ну, чудеса. Правильно? Чудесная работа. Примитив примитивом, а получается вот такая вот великолепная красота. Вот эти буквы, надписи я вышила вообще на одном дыхании, мне очень понравилось. За 2 месяца, за 2 месяца говорю, за 2 вечера. За 2 вечера я села, вообще класс. Мне понравилось писать вот эти все буковки. Вот эта рамочка вышивается тоже так легко и просто. Я ее, думаю, тоже вышью без особого труда. Ну, красота. Красота, да и только. Вот я как только начала смотреть YouTube и смотрела, вот девчонки вышивают примитив. Думаю, да что ж это, как они вышивают, что им интересно, там какие-то кубики, все такое простое. Как это может быть интересно? Ерунда какая-то. Ну, я забираю свои слова обратно. Я сама уже тоже в это все дело влюбилась. До меня дошла вся прелесть примитивных всех работ. Это красиво. Ну, я смотрю и с удовольствием. И сама бы хотела такие уже сэмплеры попробовать. Ну, очень мне нравится. И наблюдать за тем, как девочки вышивают. И сама вот это для меня, конечно, примитив примитивом. Но зато сколько здесь всего. Весна, мы видим все, что касаемо весны. И птички прилетели, и тут и лес, и солнце всходит, и цветы в вазе, поливалка. В общем, лето, вот, пожалуйста. Здесь у нас сразу видно и яхты плавают, и цветы тоже, подсолнухи, и бабочки, и беседка, все цветет и пахнет. Настолько это все передано красиво. А осень? А осень еще краше. Вот осень мне сейчас больше всего нравится. Больше весны, больше лета. А зима, девочки, там зима вообще еще красивее. Сейчас. А зима, девчонки, здесь еще красивее. Вот покажу вам часть схемы. Вот посмотрите, здесь будет и пуансетия, и домик, и оленяш стоит. И все это в снегу. Ну, в общем, красота. Красота. Один только восторг у меня от этого процесса. Нравится мне очень-очень. И буду ее потихонечку продвигать. И даст Бог, в этом году я ее закончу. Вышивала я этот процесс под фильмец, такой классный сериал. Он меня оставил под впечатлением. Может, уже все посмотрели, я последняя. Ну, короче, сериал называется «Жуки». Очень он мне понравился. Мы с мужем смотрели, насмеялись. Такой легкий, такой простой, отдыхающий. Вот смотришь, никакой там нет агрессии, все по-доброму, все так смешно. И вот этот вот юмор, деревня, ну, в общем, красота. И я вам советую, кто не посмотрел еще этот сериал «Жуки», уже вышло 2 сезона. Я думаю, обязательно будет и 3. И вот посмотрите, классный сериал. И вот, знаете, вот так вот с каждым процессом что-то вот связаны, какие-то воспоминания. Я же говорю, вот вышивала розы Даны, вот он у меня будет, как мы отдыхали на море, я его с собой брала, вышивала. И в основном фильмы, которые вот оставляют какое-то вот впечатление от фильмов, когда посмотришь. Есть фильм посмотрел, и уже через неделю ты вообще ничего не помнишь. Ну, у меня так бывает, в одно ухо как влетело, в другое вылетело. А некоторые сериалы, конечно, оставляют такие вот впечатления приятные. И сразу ассоциация у меня, ага, вот под этот фильм я вышивала это, под этот то вышивала. Ну, в общем, класс, потому что все время вышиваешь под что-то, либо под рукодельный YouTube, либо же под какой-нибудь классный сериальчик. Вот, все, я с этим процессом показала, рассказала. И он у меня будет в основных. Буду пробовать его тоже продвигать к финишу. Я надеюсь, у меня все получится. И такая вот красота. Так, что еще? Был у меня старт. То, что я вам показывала тоже в прошлом видео. Хочу стартануть с таким вот наборчиком. Тоже чарівна мить. Вот такие вот узоры. Морозный узор.
Вот такая вот красота. И что я уже его начала. И что же я навышивала? Что я навышивала? А навышивала я вот такой вот немножко вечер посидела, посмотрела, как это у меня все дело пойдет. Посмотрите на мои крестики. На равномерке, конечно, крестики ложатся хорошо, мне нравится. И вышила я вот, что я вышила. Так, где моя ручка? Я, конечно, как всегда, без ножничек. Вышила я вот этот вот сугробик. Ой, сейчас. Вот этот вот сугробик. Вот здесь повышивала. Здесь практически ничего не видно, но все такое нежное. Дальше пойду вышивать вот эти домики. Вот по плану у меня будут вот эти домики. Вот когда я их вышью, буду двигаться уже либо вот сюда идти, либо вот эти цветочки, ягодки. Так как это равномерная ткань, то, естественно, здесь крестик хватается за крестик. И по-другому отсчитать, ну, это нереально. Здесь не отсчитаешь, далеко не пройдешь, не попрыгаешь. Каунт я уменьшила. Я вышиваю на 32-м каунте, на Мурана, Аида Мурана. Вот. И мне писали в комментариях, чтобы я каунт рассчитала в зависимости от того, что здесь же еще есть бисер. В этом наборе присутствует бисер. И бисер разного калибра. Здесь есть и десяточка, есть мелкий бисер, петит, или как он называется. Но я посмотрела, этот бисер не будет ложиться плотно, он будет пришиваться так отдельными участками. Вот как по схеме, вот здесь он будет в цветочках. Тоже мы видим сразу здесь и крупный, и мелкий, вот так он в разбросах. И вот мелкий бисер будет вот здесь в хвосте, вот так ложиться будет. Я думаю, он прекрасно мелкий ляжет на 16-м каунте. Вот такими вот полосочками. Вот, я думаю, с бисером у меня тут тоже все будет чики-пики. Но смотрите, сколько здесь бэкстича. Вот с бэкстичем я, конечно, не знаю, что делать. Мне его, наверное, сразу по ходу надо вышивать. Иначе у меня работа останется просто без бэка. Я вышью все крестики и все. И я буду в ужасе от того, сколько здесь всего надо вышивать. Скорее всего, конечно, это равномерная ткань. В идеале было бы лучше, если бы я ее вышила все крестики, а затем пошла вышивать бэк. Но здесь с бэком надо работать, наверное, по ходу, потому что здесь все в бэкстиче. Я в своей жизни столько много бэкстича не вышивала. Но ничего, буду как-то пробовать. И что у меня из этого получится, я вам, конечно же, все покажу. Вот такая вот работа. Чудесный такой старт. Она мне очень нравится. И вот вышиваю на таких вот пяльчиках. Эти пяльчики еще с моего детства. Они алюминиевые. Это еще на уроках труда. Я, наверное, в классе 3-м, 4-м вышивала. А сейчас я их нашла. Они такие удобные, классные. И еще нормально так более-менее натяжечку можно сделать. Ну, легкие, классные. И тоже вот у меня в работе. Ну и как обычно организация моя, вот ниточки. Никакой организации. Все на родном органайзере. Вот такая вот у меня работа. Следующий мой старт. Вот. Это тоже, это все было в октябре. В октябре. То, что я свое все вам показала. Нет, не все. Девочки, еще не все. Вот еще, что я начала. Наборчик от Crystal Art. Вот такой вот милый дедушка из серии Обереги. Такой вот старичок, гномик, грибочек. Красота. Нравится он мне давным-давно. Это вышивка на пластике. Его размер будет 12,5 на 14 сантиметров. И я его сейчас вам распакую. Я его начала. Сейчас посмотрим, что же здесь есть.
в этом наборе. Кстати, вот такие вот еще у них есть дерево пасхальное с яичками. Оно мне тоже очень нравится. И такое дерево, вполне возможно, я себе тоже когда-нибудь куплю и вышью. Так где же мой фокус? Вот такой вот зайка тоже классный. Ну, в общем, интересные вот эти все игрушки на пластике. И я не смогла себе отказать в удовольствии повышивать. Я люблю вышивать между основными процессами. Так, сразу вам схему засветила. Ну вот, смотрите. Давайте я вот так вот покажу ее. Вот такая схема классная. Вообще такой милый дедушка. Вышиваться будет все легко и просто. И что я навышивала? А вышила я вот, как бы вам показать. Вот так вот. Это рубашечка. И взяла я вышивать заднюю сторону, чтобы сразу мне, ну, как бы, потом она не подвисла, а то вышью лицо. А спина так и останется у меня. Я начала сразу вышивать. Вот он, спина его, рубашечка. И вышивается очень легко. Это тоже вот я вышивала. Буквально вечер я посидела здесь сколько? 2 часа, может быть. Повышивала. Класс, мне нравится. Люблю, потому что туда-сюда вышьешь, и уже у тебя есть результат. Я же говорю, пополняю свою коллекцию игрушек, которые у меня сидят на полочке. Вот такие вот нитки, цвета прекрасные, такие, ну, классные цвета. Вот. Так что вышиваю я такой сейчас грибочек. Что с этого выйдет, я вам обязательно тоже покажу. Думаю, он у меня не должен много времени занять. Ну, я его, конечно, буду вышивать так, иногда. Так вот буду брать, может, час-два повышивать иногда. Вот, и он будет потихоньку у меня двигаться. И вот такой вот дедушка прекрасный, очень милый гномик будет у меня тоже. Мешок здоровья написано у него здесь. В наше время это очень актуально. Вы знаете, о чем я говорю. Так что пускай он будет. Будет вот такой вот оберег. Тоже незапланированный процесс. Так вот все получилось спонтанно, как у меня обычно получается. Все, что я планирую, это все потом уходит куда-то. А беру потом, вышиваю совсем не то, что было в планах. Вот такой вот мишка. Ой, мишка. Дедушка грибочек. И вот подставочка. Вот такая подставка. Вот палочка, на которую это все будет нанизываться. Готовое изделие. Вот. Теперь, по-моему, я все показала вам. Старты показала, финиши показала, продвижение показала. И еще хочу показать вам вот такой, видите, папочка от Амишоп. Но этот процесс вышиваю не я. Его села вышивать моя младшая дочь Вероника. Я покажу, что же она тут навышивала, что здесь у нее. Вот это вот в папочке у нее вся организация. Вот такой вот. Как же называется этот котик? Котик этот от Алисы. Я знаю, от Алисы. Басик, по-моему, да? По-моему, Басик. Вот его превью. Просто этот кот очень похож на нашего. У нас есть такой британец, Симба его зовут. С такими же глазами. Смешной такой.
такой. В общем, мы его решили тоже вышить. Ну, сначала планировала вышивать его я, ну, а потом уже в работу взяла моя дочь. И вот она навышивала, вот посмотрите. Мне кажется, у нее очень супер классно получается. Она и с бэкстичем прекрасно справляется. Вот уже бэк у нее есть, и все крестики ровненькие. Ну, класс. В общем, у меня уже помощница будет мои наборы вышивать потихоньку. Вот так вот она вышивает. Вышивается этот маленький пилот, как назвали его китайцы. Какой же здесь каунт? Я просто не вижу, какой, на каком каунте. На 14-м. 14, я так смотрю, вроде бы и не сильно крупный крестик. В общем, на 14-м каунте вышивается вот такой вот котейка. С него мы, скорее всего, что будем делать пинкип. Он, ну, это я так себе представляла изначально, когда мы его покупали. Будет он на Новый год у нас висеть. Да или вообще все время, ну, сделаем с него пинкипчик. Я еще ни разу не делала, буду учиться. Вот, кстати, здесь у нее и магнитик. Вот такой вот кот в очках. Смотрите, какой красавчик. Котиков мы любим. У нас два таких чудесных. Тимошка и Симба. И мы их вышиваем. Вот, девчонки, теперь я вам показала все, что и сама она вышивала, что ребенок мой вышивает. Вот, и на этом я буду заканчивать свое видео. Спасибо вам всем, кто досмотрел это видео до конца. Желаю вам крепкого здоровья, вдохновения. Если вам понравилось видео, обязательно подписывайтесь с колокольчиком, пишите мне комментарии, ставьте лайки. И всем пока-пока. Thank you.